Всем привет, меня зовут Сергей Невилл, и вы на канале Не Ноль. Нет, я совсем не забыл про свои текущие проекты. Вот Eclipse уже висит на подъемнике, и я для него начал делать выхлопную систему. Но все отложил в сторону, весь тот хлам, который нужен для этого, потому что мне пришла идея. Идея, как разместить это 4 турбины на рядной четверке более компактно. И я, соответственно, бросил все и взялся за ее воплощение. Ну, как всегда, в пользу популярного контента. Не был бы он так популярен, я бы, наверное, выбирал бы другие приоритеты. Поэтому все зависит от вас, от ваших подписок, от ваших комментариев. Пишите побольше. Репостите своим друзьям, потому что вся эта поддержка, она направляет мое творчество в определенное русло, то, которое нравится именно вам. Кстати, для съемок видео ищу девушку с приятной внешностью, с актерскими способностями. Так что, если у вас есть желание посниматься в моих видеороликах, пишите в комментариях или в личке во всех соцсетях, они все указаны под видео. Я собираю этот мотор из хлама в гараже. Да, действительно, это все те запчасти, которые валялись в моем гараже на протяжении уже, наверное, лет 10, а то и 15. И те, кто отмотает мой канал на начало, увидят этот мотор практически в таком же виде. То есть это действительно тот мотор, который стоял на моем Eclipse. На нем было 500 с лишним лошадиных сил. И теперь вот я на нем просто продолжаю издеваться. Я на него решил поставить 4 турбины и подключить их независимо друг от друга на 4 выхода ГБЦ. Ну, хлам, конечно, бывает разный, у каждого свое представление об этом, но весь этот хлам не только мой. Я бросил клич, это уже не первое видео на эту тему, и многие отозвались на эту просьбу помочь. Кто-то присылает какие-то запчасти ненужные им, которые все равно валяются в гараже и уйдут в металлолом. Кто-то посодействовал каким-то денежным донатам, а кто-то обвинил меня в попрошайничестве. Но я это воспринимаю как содействие и какая-то взаимовыручка. Поэтому, если вам не впаду, то помогайте. Если нет, то как хотите. Главное, смотрите, что будет дальше. Очередную заднюю турбину мне привез мой товарищ из Питера, Александр. Ему огромная благодарность. Это уже 3-я турбина, которую он мне дает на этот проект. Также мне прислали вот такие вот запчасти. Это тоже запчасти от 2 турбин. Они как бы такие россыпью, но в целом для каких-то зипов, за каких-то запчастей, они, конечно, мне очень пригодятся. Поэтому тоже огромная благодарность за такую поддержку. Но есть еще один момент во всей этой эпопее взаимовыручки и помощи. Меня нашел один очень важный для меня мастер. Он мне пообещал содействие в ребилде всех этих турбин. Это очень важно, потому что турбин очень много. И вот самая главная задача привести их в нормальное, качественное рабочее состояние. Поэтому огромное спасибо. Об этом, конечно же, буду снимать видео во всех манипуляциях с турбиной. Так что подписывайтесь на канал. Так что же за идея мне пришла в голову? Основывается она на комментарии, который был под позапрошлым, кажется, видео по поводу вот этого шплинта на турбине, который не дает вращать горячую часть относительно картриджа. Человек написал, что ты паришься, просверли себе новое отверстие, в которое войдет этот шплинт и зафиксирует его в новом положении. И тут мне попалась турбина со сломанным этим шплинтом, она вращается, и я все развернул на небольшой угол, там порядка, наверное, 40-30 градусов, и турбины встали так, что одна другой перестала мешать, и они встали намного более компактно. В прошлый раз первая турбина стояла вот в этом месте, так она и осталась, а последняя, 4-я, стояла вот здесь.
То есть, соответственно, сейчас они все 4 уместились практически в пределах блока. Чуть-чуть расстояние между турбинами, между их входами отличаются от расстояния между окнами ГБЦ. Там буквально на сантиметр. Но это совсем теперь не принципиально. Теперь я могу уместить коллекторную часть намного более компактно, и это все будет выглядеть все очень красиво. Холодная часть также выстроилась в линеечку, разместилась красиво. Ни один из входов друг другу не мешает. Я смогу собрать входы на фильтр, выходы холодной части вывести на магистраль, на интеркулер. Все красиво направлено в одну сторону. Еще один важный момент, который я не учел в тот раз, это вот эта вот крышка ГРМ. Она на самом деле находится как раз в плоскости первой турбины. То есть вход мог бы упираться в нее, и поэтому угол поворота этих турбин пришлось сделать немножко другим, для того, чтобы не упереться в шестерни ГРМ, ну, в данном случае в крышку, где стоят эти шестерни ГРМ. А теперь возникает новая засада во всем этом деле. Это выбрать сечение раннеров, которые будут соединять окна ГБЦ со входами в горячую часть турбины. Все дело в том, что у меня было два варианта таких рабочих. Да, это по соединению каждого окна ГБЦ с каждой турбиной одним раннером. Либо второй вариант – это два раннера, соединяющие из двух близких по такту окон ГБЦ с двумя входами турбины. То есть один выход раздваивается на два и соединяет две турбины. Другой также, третий также, четвертый также. И, соответственно, в каждую турбину, в каждом такте у нас поступает половина порции выхлопных газов. Ну, примерно половина порции выхлопных газов. Это, конечно, интересный вариант, но я его решил оставить на потом, потому что производство его – это дело сложное и не быстрое, а результат хочется получить хотя бы какой-то уже. И поэтому первый вариант я буду собирать на одном раннере в одну турбину. Из каждого окна ГБЦ выйдет выхлопная труба и соединит ее со входом горячей части на каждой турбине. Для того, чтобы мне определиться с диаметром всех этих раннеров, я возьму две крайности. Первое – это размер окон ГБЦ, это большое, примерно под трубу где-то 50-51 сантиметр, 50-51 миллиметр, да, в диаметре. Площадь этой трубы будет 25 в квадрате, 625 на π, 3, 14, 15, 92,6. Это где-то 1900, будем считать 2000 квадратных миллиметров. Да, это посечение, это площадь круга этого диаметра. Теперь надо умножить это все на длину раннера. Примерно раннер здесь получается по скромным прикидкам с учетом глубины окна ГБЦ это где-то 25 сантиметров длиной, то есть 250 миллиметров. Если все это умножить на 250, получается примерно 500, то есть пол-литра. Соответственно, один цилиндр у нас на 2-литровом моторе – это как раз пол-литра. И в одном такте выпуска, а у нас получается на каждые 2 оборота коленвала один такт выпуска. И, соответственно, в этом такте выпуска у нас заполнится раннер диаметром 50 мм целиком, и даже выхлопные газы не дойдут до турбины. Но это, конечно, при условии таких атмосферных начальных стартов, еще до выхода турбины на буст, когда в мотор поступает не сжатый воздух. Соответственно, второй вариант развития событий, минимальный по диаметру, это диаметр входа в турбину. Он составляет примерно 33 миллиметра. Ну, для удобства подсчета буду брать его 32 миллиметра. То есть уже площадь вот этого окна входа составляет у нас 16 на 16, это у нас 256, и умножить на, опять-таки, π на 3, 14, 15,
на число π 3, 14, 15, 92 и 6. Получается где-то 800, да, 800 квадратных миллиметров. Теперь это надо умножить, опять-таки, на те же 250 миллиметров длины абстрактного раннера. Получается у нас в 2 раза меньше объем, то есть уже примерно порядка 200 миллилитров, да, занимает этот раннер. И уже на одном такте мы, по идее, выхлопом доберемся до турбины и начнем ее хоть как-то вращать. Поэтому стремиться придется к какому-то более близкому к этому значению, то есть уж не 32 миллиметра, а побольше, ну, чтобы с учетом того, чтобы не было затыка. Ну, теория теорией, она, конечно, хороша, но по факту надо действовать из того, что есть. А есть у меня 48-е гибы, 42-е, которые мало, 48-е с трешкой, это вообще 57-е. И также есть набор 35-х гибов, из которых можно было бы что-то собрать. Но 35-е маленькие, 42-е большие. И оптимально здесь подходит, конечно же, сечение как раз по прокладке выпускного коллектора, а она 38 мм. То есть мне нужны раннеры размером 38 мм. Они оптимальны по своему сечению. В то же время будет и быстрый впуск, и маленького объема. То есть выхлопные газы будут добираться до турбины. Но дело в том, что 38-й трубы и 38-х поворотов у меня просто нет. И придется тратиться. Но учитывая задуманную технологию сборки из хлама в гараже, правильнее было взять, конечно, вот какой-нибудь такой бэушный коллектор. Это, кажется, коллектор от 69-го мотора, судя по фланцу. И в нем как раз каждое окно 38 миллиметров. Пили, делай, даже повороты какие-то близкие к тому, что надо. Ну, блин, ну не могу я делать выхлопные системы не из нержавейки, а из какого-то старого хлама. Ну вот реально не могу, не получится у меня. Поэтому по-любому придется покупать 38-е гибы. Учитывая, что трубы продаются для всего этого дела, а я хочу поиспользовать стенку хотя бы двушку, по крайней мере сейчас на первых примерках использовать не 3-миллиметровый коллектор, а 2-миллиметровый, потому что нагрузка на него все-таки физически даже большая, не то что температурная, потому что турбины на нем будут висеть, хоть там и будут какие-то подвесы, какие-то крепления, но все-таки. Учитывая вот это мои параметры, то есть 38 мм диаметр, двушка стенка, труба продается обычно 6-метровая, особенно в таких размерах. Стоимость этой трубы уходит за там 5-7 тысяч рублей. Гибов мне надо штук 16 как минимум, да, то есть это 3, из которых я примерно создам поворот, и еще по одному гибу про запас, это на всякие проблемы, которые возникнут во время выставления геометрии, что-то распилится, что-то похерится. Так что вот такие нюансы, и приходится действовать, конечно, вот не совсем по задуманным планам, а очень хорошо на это все тратится. Как вы относитесь к выхлопным системам из чернухи, которые варят во всех сервисах, где написано «ремонт глушитель»? Напишите в комментариях ваше мнение об этом творческом процессе. День прошел, в кармане $1. Это совсем не про меня. Пришлось метнуться купить 38-х отводов. Вот такая вот пачка, целых 20 штук. Учитывая сложную систему выхлопа, то для экспериментов пришлось разориться. И где уж там хлам. Настоящая нержавейка, 2-миллиметровая в толщине. Ну, наличие 38-х гибов, конечно, штука очень хорошая, но она не избавляет от основной проблемы.
выход-то из ГБЦ остается в районе 50, и надо будет делать какой-то переход в этот 38 диаметр. Если в турбину он зайдет красиво, то из ГБЦ надо будет его раздваивать. Плюс у меня нет прямых участков вообще. То есть прямых участков на системе. В системе, наверное, прямые участки будут, но у меня нет труб прямых. Но у меня нет труб такого сечения прямых. Поэтому, скорее всего, если они мне понадобятся, придется извращаться и делать из 42-й трубы, разрезать ее вдоль, сваривать, и получится, наверное, тогда 38-я. Ну, в общем, извращений предстоит немало. По геометрии должно быть все красиво, наверное. В целом два поворота, они практически заходят во фланец турбины. То есть нужен будет еще один маленький поворотик наверх, и все. То есть в целом из двух гибов получается один раннер. Два гиба плюс небольшой кусочек, получается вот такой вот красивый заход в турбину. Ну, что я вам скажу? Все, что могло пойти не так, все пошло не так. Все было к тому, чтобы я сегодня не закончил этот коллектор и не выпустил этот видос. Но я его сделал. Первое, накрылась батарейки в моей маске. Варить пришлось какой-то старой, непонятной маске, в которой вообще ничего не видно. Но я не стал обваривать все швы, потому что надо сначала пожить пару неделек с этой конфигурацией, присмотреться к ней, а уж потом обваривать. Да и, в общем-то, мнение ваше, которое будет написано в комментариях, мне тоже очень важно. Поэтому обязательно напишите в комментариях, как вам эта конфигурация. Ну, а по мне так получилось вроде как неплохо. Конечно, чтобы собирать эти
такие замысловатые формы нужны очень крепкие нервы, и у меня, и они, я вам скажу, совсем не крепкие. Но, в общем-то, ладно, получилось и хорошо. Конструкцию я сделал из 2-миллиметровой по толщине нержавейки, это 38 миллиметров толщина раннера. И в основании я сделал вот такое вот разветвление, чтобы перейти из более широкого окна ГБЦ в более узкий круглый фланец из овального окна ГБЦ. Вот такие сужения сделал. Притом я их сделал с учетом на будущее из 3-миллиметровой нержавейки. Поэтому если в дальнейшем этот коллектор будет переварен и будет сделан в боевом режиме из 3-миллиметровой стенки, то основание уже менять я не буду. Фланец еще, конечно же, потом обварится, фрезернется с внутренней стороны, и все будет замечательно. Верхние фланцы, в которые входят в турбину, они тоже сейчас не обварены еще, но потом, когда я обварю все эти раннеры, тогда уже закреплю турбину на своем месте, и они будут держаться. Придется еще сейчас создавать какие-то силовые элементы, которые будут держать эти турбины, ну, чтобы они не висели в воздухе на этих раннерах, на коллекторных раннерах, а имели какое-то силовое крепление к блоку, наверное, куда-то вот к основанию. Я закреплю какие штанги и к фланцу, чтобы эти все фланцы самих турбин висели на подвесах специальных, жестких. Теперь, когда конфигурация уже вроде как выбрана и даже собрана практически, да, можно заводить и ездить, встает вопрос о том, хватит ли выхлопных газов, чтобы раскрутить эти турбины. Хватит ли выхлопных газов в каждом цилиндре, чтобы они раскрутили каждую турбину. Выходов из этого положения видится несколько. Во-первых, мы сейчас собираемся в объеме 2 литра, это двигатель 4G63, и на колене 88-миллиметровом, на родном, можно перейти на 100-е колено от 4G64 и собрать строкер 2,3, и тем самым увеличить объем каждого цилиндра до, сколько у нас, 24 на 4, до 600 кубиков. Соответственно, увеличит количество выхлопных газов. Возможно собрать строкер 2,2 на каком-нибудь тюнячем колене или, например, на 94-м колене с ходом 92, что ли, у него ход. Тоже будет достаточно оборотистое колено и увеличенный объем. Но есть еще один интересный вариант. Это сменить блок на 4G64, он на 6 мм выше 63-го блока, поставить в него 2-литровое колено и на длинном жетоне собрать дестрокер 2,1 литра. Такая конструкция позволит крутить мотор в 10 тысяч и более оборотов. Ну, кстати, тема строкеров и дестрокеров – это отдельная большая тема. Кому она интересна, напишите в комментариях, как вы относитесь к такой модификации двигателя, что вы по этому поводу думаете и стоит ли идти мне по этому пути. Пишите в комментариях. Соответственно, чем у нас больше оборотов, тем больше выхлопных газов, потому что тем больше тактов выпуска у нас происходит. На каждые 2 оборота колена у нас происходит 1 такт выпуска. То есть первый такт у нас цилиндр пошел вниз, засосала смесь, ну или она зашла под давлением в цилиндры. Потом второй такт, поршень пошел наверх, смесь сжимается, потом смесь поджигает, на 3-м такте идет рабочий ход, и на 4-м такте у нас, соответственно, идет очищение камеры сгорания и тем самым выброс выхлопных газов. В принципе, на больших оборотах, да, этих тактов будет очень много, и количество выхлопных газов увеличится во много-много раз. Но большие обороты, конечно, чреваты большим износом и большой нагрузкой на коленвал, на трансмиссию. Конечно, оборот не хотелось поднимать. Можно поднять объем. Но по первости, я думаю, мы оставимся в 2-литровом и посмотрим, как это все заработает. Я думаю, заработает. Даже если будет какой-то турбовак, это не самое страшное, что может быть в этом моторе. Главное, чтобы он закрутился. Ну а вы как думаете, заработает вся эта система или нет?
какие обороты ждут этот мотор, какой объем сохранять для этого мотора. Пишите комментарии, это все очень важно, потому что проект строится не только в моей голове, проект строится по вашим комментариям, по каким-то разумным обоснованиям, которые там написаны, поэтому пишите как можно больше всяческих умных мыслей, я все читаю, на все комментарии отвечаю, ну а на лучшие ваши комментарии я буду снимать видеоответы, они находятся на моем втором канале, называется он NeoFAQ, подписывайтесь и на него тоже, а на сегодня это все, что я хотел вам рассказать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, не забывайте про донаты. Всем удачи, всем пока!